Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и все, кому не безразлично настоящее правосудие в Украине. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня я провожу максимально подробный, разносторонний, всесторонний и развернутый юридический анализ одного из самых острых и интригующих моментов в деле об убийстве Ирины Фарион. Речь идет о событиях 2 апреля 2026 года в Шевченковском районном суде Львова, где обвиняемый Вячеслав Зинченко публично и прямо анонсировал свое алиби. Он заявил, что это алиби содержится в его мобильном телефоне в виде конкретного телефонного звонка, который был совершен именно в момент совершения преступления 19 июля 2024 года. И это заявление прозвучало не просто так, друзья, оно стало важным тактическим ходом защиты. Однако теперь, с учетом всех известных нюансов и уточнений, ситуация приобретает еще более сложный, технически и процессуально неоднозначный характер. По подтвержденной информации на заседании 2 апреля 2026 года телефон находился в физическом доступе самого Зинченко или был ему предоставлен для демонстрации и исследования в открытом режиме. Более того, сим-карта была извлечена из телефона именно во время этого осмотра в зале суда. При этом, друзья, по версии защиты и самого Зинченко в момент самого преступления 19 июля 2024 года сим-карта находилась в телефоне и обеспечивала реальное соединение с сетью оператора. Новый ключевой нюанс, который добавляет интриги. Файл с логами звонков мог быть загружен на телефон Зинченко именно на заседании 2 апреля 2026 года. А полноценная демонстрация этого факта как алиби планируется на следующем заседании 8 апреля 2026 года. Я разберу все по полочкам от технической возможности загрузки файла в зале суда до серьезных юридических рисков. От вопроса, почему алиби заявили только сейчас, до оценки, может ли сторона обвинения полностью уничтожить такое алиби. Анализ будет честным, без купюр, с учетом норм Уголовного процессуального кодекса Украины, судебной практики и реальных технических особенностей мобильных устройств. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, распространяйте это видео, а также донатьте на мой канал по реквизитам, которые будут указаны в описании под данным видео и в первом закрепленном под видео комментарии. Итак, поехали. Что именно произошло на заседании 2 апреля 2026 года? Зинченко прямо в зале суда анонсировал наличие алиби в форме телефонного звонка, совершенного в момент убийства. Он попросил суд тщательно исследовать детализацию звонков за 19 июля 2024 года и содержимое его устройства. Телефон был предоставлен обвиняемому для демонстрации в открытом судебном заседании, хотя и
без разрешения на фото- или видеосъемку по решению суда. В ходе этого осмотра сим-карта была извлечена из телефона. Это происходило по инициативе самого Зинченко, адвоката, с согласия прокурора и суда для безопасного исследования устройства, чтобы исключить любые удаленные вмешательства или звонки. Хотя прокурор опасался, что при предоставлении телефона Зинченко возможны загрузки посторонней информации в телефон. И вот, именно в момент этого исследования, по версии, которая активно обсуждается в сети, файл с логами звонков, то есть со списком вызовов, мог быть загружен на телефон через Bluetooth, Wi-Fi Direct, Nearby Share или аналогичные функции обмена данными даже без сим-карты и без интернета. Источником мог выступить адвокат, кто-то из группы поддержки, родственник или любой человек из зала или из коридора суда. Файл мог быть текстовым документом, скриншотом, экспортированной детализацией из личного кабинета оператора или заранее подготовленным списком. Загрузка могла произойти 2 апреля, а демонстрация этого алиби и его использование в качестве полноценного доказательства запланировано уже на заседании 8 апреля 2026 года. Каковы техническая и доказательная разница по поводу сим-карты в момент преступления и на заседании? Момент преступления 19 июля 2024 года сим-карта находилась в телефоне. Телефон мог совершать реальные исходящие и принимать входящие звонки. Факт соединения фиксировался сразу в 2 местах. В локальной базе данных самого телефона в списке звонков call-log и в биллинговой системе оператора связи. Официальная детализация, кто звонил, кому, точное время, продолжительность, данные о базовых станциях для примерного местоположения. На заседании 2 апреля 2026 года сим-карта была вытащена именно во время осмотра в зале суда. Это важный процессуальный момент. Извлечение сим фиксируется в протоколе судебного заседания. После этого любые данные на телефоне уже не обновляются реальными сетевыми событиями. Если файл с логами был загружен именно тогда, после или в процессе извлечения сим, то это уже не живые логи с активной карты на момент загрузки, а либо сохраненные ранее данные, либо внешний файл, импортированный извне. Демонстрация такого файла планируется через несколько дней, 8 апреля. Теперь о версии с загрузкой файла через Bluetooth или аналогичные каналы 2 апреля и демонстрации 8 апреля с учетом физического доступа к телефону 2 апреля и планируемой демонстрации 8 апреля версия выглядит следующим образом. Защита могла использовать заседание 2 апреля как окно для загрузки подготовленного файла с логами звонков, чтобы на следующем заседании 8 апреля представить его суду как доказательство алиби.
все нюансы технической возможности. Современные смартфоны позволяют передать и принять небольшой файл. Список звонков весит буквально десятки килобайт за секунды без интернета. Bluetooth или аналогичные функции можно включить быстро, особенно если телефон находился в режиме исследования и не был полностью заблокирован. Извлечение сим-карты могло создать дополнительное техническое окно для таких действий, пока устройство еще не было полностью изолировано от внешних подключений. Загрузка 2 апреля дает время на подготовку к демонстрации 8 апреля, например, для проверки файла или согласования стратегии. Каковы аргументы за эту версию или об оптимистичном взгляде защиты? Это могло быть продуманным тактическим ходом. Загрузить данные тихо 2 апреля, а 8 апреля эффективно продемонстрировать их как алиби. Если файл – это копия реальной детализации, полученной ранее от второго абонента, его можно использовать как иллюстрацию позиции защиты. Сторона защиты имеет право самостоятельно собирать доказательства в соответствии со статьей 93 УПК Украины. Каковы аргументы против этой версии и все риски, то есть реалистичная юридическая оценка этой версии? Ну, во-первых, нарушение цепочки сохранности доказательств, chain of custody. Загрузка файла именно 2 апреля в зале суда, особенно после или во время извлечения СИМ, будет фиксироваться протоколом. На заседании 8 апреля обвинение обязательно укажет, что файл появился постфактум. Суд с высокой вероятностью признает такое доказательство недопустимым. Статья 86 и 87 УПК Украины. Доказательства, полученные с нарушением закона. Техническая экспертиза неизбежна и разрушительна. При повторном или дополнительном исследовании специалисты легко установят время создания и модификации файлов, логи Bluetooth соединений, метаданные файла, автор, дата создания, источник. Если файл был загружен именно 2 апреля 2026 года, это станет очевидным для суда уже на заседании 8 апреля или позже. Отсутствие сим-карты на момент загрузки и осмотра ослабляет аргументацию. Обвинение получит мощный козырь. Файл загружен 2 апреля без активной сим-карты. Он не отражает реальные логи июля 2024 года, а является внешним импортом, сделанным прямо в зале суда. Демонстрация 8 апреля только подчеркнет этот разрыв во времени. Уголовные риски для участников, загрузка и последующая демонстрация могут быть квалифицированы как попытка ввести суд в заблуждение или фальсификация доказательств. Статья 384 Уголовного кодекса Украины. Риски несут не только Зинченко, но и тот, кто передал файл 2 апреля. Почему алиби анонсировали только сейчас? С загрузкой 2 апреля и демонстрацией 8 апреля. Судебный процесс идет уже почти 2 года, с июля 2024. Телефон был изъят практически сразу, после задержания, и неоднократно осматривался судом, в том числе в марте 2026 года. Почему же Зинченко анонсировал алиби именно 2 апреля? Загрузил по версии файл в тот же день, а полноценную демонстрацию отложил на 8 апреля.
Каковы версии? Ну, во-первых, стратегический расчет защиты. 2 апреля создали техническое окно для загрузки. А на 8 апреля запланировали эффективную презентацию, когда обвинение уже глубоко погрузилось в свои доказательства. Запаховая экспертиза, показания свидетелей, анализ содержимого телефона с компрометирующими материалами. Реальное позднее получение подтверждения от второго абонента или свежей детализации, которую решили импортировать именно 2 апреля. Версия стороны обвинения такова. Алиби собрано на ходу 2 апреля, когда стало ясно, что другие доказательства работают против Зинченко, а демонстрация отложена, чтобы подготовиться к возможным возражениям. Моя юридическая оценка такова. Такая схема. Загрузка 2 апреля, демонстрация 8 апреля всегда выглядит слабее в глазах суда. Судьи привыкли, что сильные доказательства заявляют и демонстрируют сразу, а не с задержкой в несколько дней, которая может быть использована для подготовки или манипуляций. О сохранности алиби и шансы на его принятие судом на заседании 8 апреля. При таком сценарии загрузка файла 2 апреля и демонстрация 8 апреля шансы на признание алиби значительно снижаются. Суд почти наверняка потребует официальную детализацию звонков от оператора связи Kyivstar, Vodafone, LifeCell и другие по обоим номерам через определение следственного судьи о временном доступе к вещам и документам статьи 159-164 УПК Украины. Показания второго абонента в протокольной форме, кто звонил, о чем говорили, продолжительность разговора. Если на заседании 8 апреля защита будет полагаться только на загруженный 2 апреля файл, алиби рискует превратиться из потенциального спасения в серьезный минус. Одна только локальная копия списка звонков без официального подтверждения от оператора и без показаний свидетеля редко бывает убедительным алиби. Может ли сторона обвинения уничтожить такое алиби? В данной конфигурации да, с высокой вероятностью и относительно легко. Файл, загруженный 2 апреля в зале суда и демонстрируемый 8 апреля, оспаривается практически автоматически как недопустимое доказательство из-за нарушения цепочки сохранности. Если следствие уже имеет свою версию детализации от оператора, а запросы делались еще в 2024 году, сразу после задержания, и там нужного звонка нет, прокуратура заявит: алиби никогда не существовало, а файл появился только 2 апреля. Извлечение сим-карты и задержка демонстрации до 8 апреля дают готовые очень сильные аргументы обвинения. Реального звонка в момент преступления телефон без подтверждения оператора не доказывает, а загруженный файл – это постороннее вмешательство. Самый уязвимый элемент остается это второй абонент. Любое давление на свидетеля в таком резонансном деле остается реальным риском. Загрузка файла с логами именно 2 апреля 2026 года таким образом спланированной детализации и демонстрации алиби 8 апреля превращает анонс из потенциально сильного тактического хода в крайне рискованный и почти отчаянный маневр. Даже если в июле 2024 года сим-карта действительно была вставлена и звонок реально состоялся, импорт файла в зале суда с последующей демонстрацией через несколько дней открывает широкое поле для обвинения в манипуляции и нарушении процессуальных норм. В лучшем случае это
заставит суд глубже изучить официальные данные операторов и показания второго абонента. В худшем полностью дискредитирует линию защиты и даст прокуратуре дополнительные мощные козыри уже на заседании 8 апреля. Дело об убийстве Ирины Фарион остается настоящей лакмусовой бумажкой для всей судебной системы Украины. Интрига достигла абсолютного максимума. Сохранились ли реальные данные у оператора? Готов ли второй абонент давать показания? Как суд отреагирует на загрузку файла 2 апреля и его демонстрацию 8 апреля? А не был ли этот звонок или тот лог, который является по версии Зинченко алиби, именно логом снятия того видео, который выложил NSWP с места преступления? Вы помните это видео, оно короткое, с закрытым пальцем, объективом и криком «Фарион». Друзья, что вы думаете по этому поводу? Может ли схема загрузка 2 апреля, а демонстрация 8 апреля спасти алиби Зинченко, или это только усилит подозрение в манипуляции? Пишите в комментариях, обсудим открыто, честно и по существу. Еще раз прошу, ставьте лайк, если цените такую глубокую, разностороннюю и детальную юридическую аналитику, без прикрас и сокращений. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, не пропустите следующие разборы. Заседание 8 апреля может стать одним из ключевых для всего дела. С вами был юрист Валерий Табаков. Правосудие должно быть честным, прозрачным и основанным исключительно на неопровержимых, процессуально безупречных доказательствах. До новых встреч!